Здравствуйте, дорогие друзья! У нас уже весна. Здесь такие ароматы. Жаль, что через камеру не передать. Но еще ветренность такая. Вот здесь у нас в Кордобе где-то с сентября, даже с августа, бывает, начинается ветер и продолжается в течение нескольких месяцев. Но это не каждый день, но бывают очень сильные порывы. Тем более мы живем на верхушке холмика небольшого и очень сильно обвеивает бывает. Так вот, сегодня я хотела поговорить на такую деликатную тему, как семья. Да, вот каким испытаниям может подвергнуть миграция семей. Немножко на базе личного опыта. Вряд ли я смогу прийти к какому-то конкретному заключению и сказать вам конкретно, как бороться с различными препятствиями. Но все-таки хотелось бы высказать свою точку зрения по этому поводу. Что на самом деле такие проблемы, как экономические, либо какая-то травма, да, или какие-то события, которые происходят в стране, в которой вы живете, либо в городе, в котором вы живете, да, либо может смерть какого-то родственника, какая-то экстренная ситуация может подвергнуть вас каким-то испытаниям, да, как семью. Любой удар, да, любой перебой, любой выход из повседневной какой-то рутины, где у вас была какая-то стабильность, может подвергнуть вас испытаниям. В чем проблема миграции в этом плане? В том, что она подвергает вас такому вот какому-то общему, какой-то общей смены обстановки в различных аспектах, и это может сказываться по-разному на членах одной и той же семьи. На самом деле такая ситуация, как такой процесс, как миграция, это как проявить пленку, да, то есть выползают на поверхность проблемы, которые на самом деле уже существовали, какие-то там подводные камни, которые уже были там, да, то есть она вас подвергнет испытаниям с той точки зрения, что вам придется с ними все-таки встретиться, да, вот лицом к лицу и все-таки постараться как-то решить эти проблемы. Каждый член семьи будет подвергнут этому процессу, но он его будет проходить по-разному. И один из симптомов вот этой вот ситуации, вот этих испытаний, это то, что вы начинаете не узнавать своих родных. То есть вы говорите, я тебя не узнаю, ты таким не был. На самом деле просто-напросто человек адаптируется ко всей этой ситуации в своем стиле, да, вот в своей манере, как он сможет это сделать. И каждый это может делать по-разному, да. Конкретно у каждого пойдет изучение языка в своем ритме. У каждого будут появляться какие-то новые отношения с друзьями, тоже по-своему. И, в общем, процесс миграции, он очень может быть тяжелым моментами, то есть это будет отдельное видео, да, вот какие могут у вас созреть травмы. Но это, в принципе, такая какая-то бомбардировка семьи всеми препятствиями вместе сразу. И, конечно, это может быть очень сложно. Я советую все-таки, если есть возможность, попытаться попросить о помощи. То есть это такой сложный процесс, при котором было бы очень неплохо завести себе психолога, да, вот я не знаю, на каждого члена семьи это, наверное, невозможно оплатить, но может семейного психолога, да, вот есть психологи, которые специализируются именно по семьям. Если еще в придачу этот психолог специализируется по миграции, было бы идеально. То есть мы сами как-то прошли все эти препятствия, но я считаю, что, конечно, 20 лет спустя менталитет поменялся, и уже никто, я думаю, большинство людей не считает, что к психологу нужно идти, если у тебя там не в порядке с головой. Психолог, он позволяет тебе поддержать твое здоровье, умственное здоровье, вот так же, как и вы ходите, сдаете анализы и проверяете свое физическое здоровье, умственное здоровье тоже, ему тоже нужна какая-то поддержка. Но все-таки при невозможности иметь эту помощь,
все равно постарайтесь искать ее различными путями, через какую-то литературу, через какие-то видео, которые специализируются на этом. Я не психолог далеко, я инженер, но все-таки пытаюсь высказать как у нас это немножко случилось, да, вот действительно. Мы приехали в Аргентину с разницей в 2 недели по отношению к приезду моего отца. То есть он сначала приехал отыграть конкурс, это я рассказывала в другом видео, и через 2 недели приехали мы. Так вот, через эти 2 недели мы уже его не узнавали. То есть представьте себе, насколько может ударить по личности каждого человека этот процесс. А со временем еще прибавляются другие проблемы, как, например, сами понимаете, само по себе в семье могут возникать конфликты на базе того, что сожительствуют разные поколения. И помимо этого, каждое поколение будет проходить миграцию по-своему. И, скорее всего, ваши дети начнут превращаться в аргентинцев. Например, я сейчас в Аргентине, и, в принципе, канал об Аргентине, но это может относиться к любой другой стране. То есть ваши дети начнут приобретать характеристики этой национальности намного быстрее, чем вы. И помимо вот этого возрастного барьера, еще начнет появляться вот такой вот как бы национальный, то есть ваши дети становятся иностранцами, вы тоже становитесь иностранцами по отношению к вашей изначальной стране, но вы это, возможно, не так замечаете, да, и получается вот этим непониманием, связанным с разницами в поколении, еще добавляется непонимание, связанное с культурным барьером. Постарайтесь все друг друга понимать, каждый адаптируется как может. Все-таки у каждого есть свои какие-то травмы, об этом еще отдельно поговорим. И каждый человек это преодолевает по-разному. И помимо этого, во всем этом процессе, возможно, там, вот в стране, из которой вы приехали, тоже будет еще продолжать случаться какие-то события, которые будут ударять по вашей семье, которая уже находится очень далеко и, скорее всего, не сможет присутствовать или решать какие-то проблемы, которые происходят там. И это добавляет еще вот различные чувства вины и даже иногда какой-то безысходности. Как вывод я хотела сказать, что нужно стараться быть толерантнее друг к другу. Родители не должны забывать, что они привезли своих детей, и что это неизбежно, что их дети будут вести себя по-другому, и, скорее всего, некоторые из этих поведений, они не будут соответствовать вашим изначальным ценностям, но они должны сформировать эти новые ценности, да, вот с которыми они все-таки смогут выжить именно здесь. И вам советую того же, но с учетом того, что это еще будет происходить в другом ритме и, скорее всего, по другим механизмам. В общем, это видео было сравнительно коротеньким. Вы только не пугайтесь, даже если пройдут несколько лет, вы себе будете очень благодарны за то, что пошли на этот шаг и все-таки решили рвануть в другую страну, в другую культуру. И ваша жизнь наполнится чудесами. Хотя для начала, может, иногда просто кажется, что это сплошные испытания. Я вот еще всегда говорю, семьи и пары, они ссорятся из-за того, что не выработали другие способы прийти к какому-то согласию. То есть всякие там экономические проблемы, какие-то культурные проблемы, релокация и так далее, это все проявляет проблемы, которые уже были. На сегодня пока все. Вскоре попытаюсь записать еще что-нибудь. Мне предстоит командировка и, возможно, еще другая поездка. Но между всеми этими событиями попытаюсь все-таки выделить какое-то время, рассказать о определенных событиях и, возможно, даже взять интервью у интересных людей, которые сюда приехали и с которыми произошли различные интересные вещи, и в которых я имела какое-то участие. Потихонечку будем развивать все темы и продолжать вам показывать нашу Кордобу или даже другие регионы страны вскоре, по возможности. Всем привет, держитесь, все получится. Все, удачи и вскоре увидимся.